Приветствую вас, уважаемые коллеги, подписчики, представители СМИ, правозащитники, все, кто внимательно следит за одним из самых резонансных уголовных дел современной Украины, делом Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Как юрист, который активно участвует в защите по этому делу с самого начала, включая участие в судебных дебатах, подачу дисциплинарных жалоб на судью Невойта, анализ экспертиз и борьбу за соблюдение процессуальных прав. Я провел подробный анализ реакции аудитории под эксклюзивным интервью с отцом обвиняемого, военным Федором Зинченко, который дал это интервью позавчера, 27 мая 2026 года, прямо на фронте. Это интервью предоставляет важную платформу для альтернативной версии событий, позиции семьи и аргументов защиты. Оно закономерно вызвало острую, эмоциональную и глубоко поляризованную реакцию в обществе, отразив существующие в Украине линии раскола. Итак, общая оценка тональности комментариев. Комментарии под видео остаются высокоэмоциональными, крайне поляризованными и разделенными по регионально-языковому, идеологическому, ценностному и даже географическому признаку. Мы наблюдаем классическую украинскую культурную войну, усиленную высоким общественным резонансом дела об убийстве Ирины Фарион. Примерно 3000 комментариев на момент анализа демонстрируют устойчивый и значительный общественный интерес к теме. Тон дискуссий часто выходит далеко за рамки конструктивного диалога. Множество оскорблений, переходов на личности и взаимных обвинений. С одной стороны, ватники, кацапы, секта Зинченко, оправдатели-убийцы, с другой – бандеровцы, нацики, русофобы, фанатики мовы. Часть зрителей искренне благодарит Суспильне за проявленную журналистскую смелость и возможность услышать человеческую сторону семьи обвиняемого и позицию отца военного. Другая часть резко критикует общественное вещание за предоставление трибуны оправдателям убийцы, за пророссийскую повестку и за попытку очеловечить монстра. С чисто правовой точки зрения в комментариях доминирует грубейшее нарушение презумпции невиновности. Статья 62 Конституции Украины, статья 17 Уголовного процессуального кодекса. Тысячи людей уже вынесли окончательный обвинительный приговор, опираясь преимущественно на эмоции, медийную картинку, косвенные данные и общественное мнение, а не на полную совокупность проверенных в суде доказательств. Это создает опасный прецедент давления на суд. Подсчитаем сторонников по категориям и сделаем примерную оценку. Точной автоматизированной аналитики всех более 3000 комментариев в открытом доступе нет, поэтому оценка основана на тщательном сэмплинге топ-комментариев наиболее активных веток с высокой вовлеченностью, количестве лайков, реплаев и типичных паттернах поведения аудитории. Итак, первая категория – это сторонники версии защиты, сторонники отца,
сторонники тезиса «дело сфабриковано» или «не доказано». Их от 37 до 42% из общего числа комментаторов. Эта группа активно поддерживает ключевые тезисы отца. Доказательства носят исключительно косвенный характер. Отсутствует оружие преступления, а дарологическая и портретная экспертизы вызывают серьезные вопросы. Семья патриотическая. Много теплых слов благодарности отцу военному, призывов к объективному суду, критики следствия за возможное давление и фабрикацию, активны пользователи из Днепра, центральных, восточных и южных регионов, а также военные и их родственники. Вторая категория – это сторонники обвинения. Они утверждают, что это точно Зинченко и требуют пожизненного заключения. Их от 43 до 48%. Это самая эмоциональная, громкая и мобилизованная группа. Доминирует повторяющаяся цитата дочери Фаріон: «Це Зінченко, в тому сумніву немає». Сильный гнев, акцент на языковом мотиве, поведении обвиняемого в зале суда, много призывов не давать платформу семье и не оправдывать убийцу. Эта позиция особенно характерна для западноукраинской и национально-патриотической аудитории. Третья категория комментаторов – это нейтрально-скептические. Они утверждают, пусть суд решит исключительно на основе доказательств. Их от 12 до 15% из общего числа комментаторов. Они призывают дождаться финального приговора, провести полный и беспристрастный анализ всех экспертиз, строго соблюдать процедуру и презумпцию невиновности. Здесь чаще всего встречаются аргументированные комментарии от юристов, правозащитников и просто рассудительных граждан. И, наконец, офф-топ, троллинг и личные нападки и провокации. Таковых около 5%. Итак, социологическая аналитика комментариев. Это дело стало мощным зеркалом глубоких расколов украинского общества в 2026 году на фоне продолжающейся войны и внутренних противоречий. Во-первых, регионально-языковой разлом. Это один из наиболее ярко выраженных маркеров. Поддержка позиции отца и семьи заметно сильнее среди русскоязычных и двуязычных зрителей из центра, востока и юга страны, а также среди военных. Критика и неприятие преимущественно от западноукраинской, украиноязычной и национально ориентированной аудитории. Языковой вопрос, к сожалению, до сих пор остается одним из самых мощных разделителей общества. Во-вторых, уровень доверия к государственным институтам. Он резко различается. У сторонников защиты наблюдается низкое доверие к следствию и суду, подозрение в фабрикации дела, политическом давлении, грубых нарушениях КПК. У сторонников обвинения, напротив, высокое доверие к правоохранителям, типа «полиция не ошибается» и «доказательства железные». И это отражает более широкую системную проблему доверия к судебной и правоохранительной системам Украины. В-третьих, эмоциональный фактор.
против рационально-правового подхода. Подавляющее большинство комментариев носят ярко выраженный эмоционально-оценочный характер, эмпатия к жертве или к обвиняемому и его отцу военному, глубокий профессиональный юридический разбор конкретных доказательств, процессуальные нарушения при изъятии материалов для портретной экспертизы, качество адерологической экспертизы, противоречия между разными видами исследований, отсутствие прямых улик. Оно встречается довольно редко и в основном в ветках с участием юристов и скептиков. В-четвертых, влияние войны и статуса отца, фактор фронта, работает на повышение симпатии у значительной части аудитории. Человек защищает страну, а сына подставили. Одновременно у другой части это вызывает раздражение и тезисы вроде «фронт не дает индульгенции на преступления в тылу». И в-пятых, роль СМИ и общественного вещания Суспильне пытается выполнить функцию баланса, показывая разные стороны, однако в условиях высокой поляризации любое такое усилие воспринимается как проявление двойственности, либо в плюс, либо в минус. Какова же моя позиция по комментариям, как юриста, позиция Валерия Табакова? Как сторонник честного суда я убежден и неоднократно публично заявлял: совокупность доказательств по делу Вячеслава Зинченко является рыхлой, во многом процессуально недопустимой и явно недостаточной для вынесения обвинительного приговора, особенно такого сурового, как пожизненное заключение. Ключевые проблемы, которые я детально разбирал в судебных дебатах и публичных выступлениях, следующие. Во-первых, грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства при получении и использовании отдельных доказательств, в частности, фото для портретной экспертизы. Во-вторых, слабость и научная процессуальная спорность адерологической экспертизы, отсутствие надлежащей видеофиксации, вопросы к методике и экспертам. В-третьих, существенное противоречие между разными видами экспертиз, и в частности между ДНК-экспертизой, полученной с третьего раза, и адерологической экспертизы, находящейся в контраверсии с ДНК-экспертизой. В-четвертых, полное отсутствие прямых улик. Орудие убийства не найдено, классические ДНК-следы на месте в достаточном объеме отсутствуют, надежных очевидцев нет. И в-шестых, факты давления на обвиняемого и препятствия реализации его права на полноценную защиту. Я подал и продолжаю поддерживать дисциплинарное производство в отношении судьи Невойта, настаивая, что суд обязан встать на сторону закона, презумпции невиновности и стандартов справедливого судебного разбирательства, а не поддаваться общественному давлению или эмоциям момента. В случае необходимости нужно быть готовым идти до Европейского суда по правам человека. Я остаюсь на своей принципиальной позиции и продолжаю требовать признать меня потерпевшим в деле об убийстве Ирины Фарион как русскоговорящего гражданина, который в результате ее деятельности и высказываний утратил реальную возможность добиться обвинительного приговора
в отношении Фарион за разжигание вражды и нарушение равноправия граждан. Это право, эту возможность я утратил в связи с убийством Фарион. Судья Петр Невойд вообще не рассматривает мое соответствующее заявление о признании меня потерпевшим в этом деле и таким образом лишает меня доступа к правосудию, что является грубым нарушением моих конституционных прав. Аналогично, как русскоговорящий воин вооруженных сил Украины, отец обвиняемого Федор Зинченко также имеет все основания для получения статуса потерпевшего, поскольку одним из ключевых направлений публичной деятельности и обвинений в адрес Ирины Фарион было систематическое оскорбление именно русскоязычных военнослужащих ВСУ, что напрямую затрагивает его честь, достоинство и права как защитника Украины, который в связи с убийством Фарион утратил возможность получить приговор в адрес Фарион за оскорбление русскоязычных военнослужащих. И, наконец, вывод. Комментарии под видео убедительно подтверждают, что дело Фарион уже давно вышло за рамки чисто уголовного процесса и превратилось в общественно-политическое явление. Общество разделено сегодня не столько по вопросу конкретной вины или невиновности одного человека, сколько по фундаментальным линиям идентичности, языка, отношения к государственным институтам и понимания справедливости. Справедливость в правовом государстве требует не эмоций и лозунгов, а строгих фактов, неопровержимых доказательств и безупречного соблюдения процедуры. Призываю всех участников дискуссии в комментариях и за их пределами опираться именно на это. Следим за дальнейшим ходом судебного процесса. Правосудие должно восторжествовать. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, друзья!